Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Варю кофе, и у меня новый влог. Сейчас сделала себе вот такие патчи, но, честно говоря, они все какие-то высохшие. Мне их дарили за заказ, не помню, что я покупала. Так, и сделала вот эту маску. Ну, в общем-то, такая сразу стала пощипывать. Кстати, патчи тоже прям под глазами пощипывали, но я не знаю, может, что-то с кожей. Едем в метро уже. Ну, такое печальное мероприятие, к сожалению. Цветы тут. Метро Ломоносовская. Стоим, ждем нашего друга. Вышли на улицу. В этом районе я еще не была, кажется. Ну, в общем, заодно решила поснимать. Конечно, лучше погулять по более веселым поводам, но как есть. В любом случае, раз иду, то снимаю в том числе для вас. Погода по ощущениям вполне нормальная, комфортная достаточно. Интересный достаточно район. Володарский мост. Небо красивое. Так что, надеюсь, вам тоже приятно смотреть. Но у меня тут и руки заняты цветами, и все равно варежки. Довольно интересное здание. Это торговый центр, как я поняла, и сделан он в виде штрих-кода. Довольно-таки оригинально. И, кстати, классно смотрится. Тут ДНС. Уже приехали на поминки. Возвращаемся домой. Немного решили прогуляться. Никогда тут не была. Наша ласточка. Ну, а это мы уже вышли. Платформа броневая. Весьма странная. Место тут достаточно депрессивное. Соединяет, как мне сказали, два района. Ну, в общем, я не представляю, как тут люди живут и каждый день видят эту платформу. Сейчас вы посмотрите. Это, знаете, как когда здесь бываешь, становится понятно, что живем-то мы вполне хорошо. Вот, а это просто ужас. Этот переход регулярно затапливает там настилы и буквально сантиметров 5 до потолка. И сейчас она еще, как я понимаю, выглядит относительно прилично. В общем, я поснимаю. Можно впечатлиться. Но действительно, сейчас что-то за несколько лет изменилось явно. Но немногое. Ужас. Просто ужас. Вот, по-моему, такой трэш только тут происходит. Вот они настилы. И, ну вот, собственно, можно наблюдать такую картину, что практически голова, можно сказать, касается крыши. И вот сейчас, где мы выйдем с той стороны, видок вообще тот еще. Ужас. Могу себе представить, когда там люди куда-то на работу едут утром. Вот так посмотришь на эту картину, и все. Да, сейчас еще здесь стройка. Как-то так. Но вот сейчас получше выглядит. Но все равно. Бр. Ну и вообще сейчас поснимаю. Тут интересно, конечно. Хотя тот район, куда мы идем, собственно, домой, он хороший. Но пока вот идешь, так не скажешь. Ну, впрочем, мы электричкой-то тут не пользуемся. Пользуемся метро, но ехали из области. Впрочем, недолго мы ехали. Ну, а когда ездим на дачу, то там с Девяткина, и все вообще очень прилично, позитивно.
Хотя, знаете, вот, например, мы ехали на «Ласточке», я не знаю, как здесь другие электрички, но вот в Москве, рядом с моим домом, платформа, там вообще все очень круто сделано. Вместе с тем есть электрички из разряда Москва-Петушки, как у Ерофеева, собственно, это тот маршрут. Там страх и ужас по сей день, мне кажется, ничего не изменилось. Ну вот, да, колоритное место. Продолжаю снимать. Да, вот в тот раз, по-моему, такого тут не было. Забавно. Ну, ладно, мне нравится гулять, поэтому хорошо. Я в эту свою поездку, честно скажу, не планирую много гулять. Как-то не в настроении. Тут вот по необходимости. Может быть, куда-нибудь еще съездим, сходим, конечно. Совсем уж дома сидеть не буду. Поэтому снимаю при каждой возможности понемножку. Вот здесь уже довольно симпатично. Мы идем в магазин Семишагов за продуктами. Решили сразу по пути домой зайти, потому что сначала я думала, мы отдохнем, попьем чай и уже потом пойдем. Но решили, что будет проще все-таки зайти по дороге. Там кое-что закончилось, поэтому нужно сходить за покупками. Зашли в Семишагов, купили кукурузу, горошек, на тортик еще печенье, бананы и так просто печенье. На торт вот этот шоколад, он оказался очень классный, и состав у него хороший. Кефир, капуста. Делаю заварной крем на тортик. Хороший, вкусный получается торт. Решили повторить. Крем почти готов. Я сейчас добавила сливочное масло. Соответственно, когда здесь нужно именно сливочное масло, так как это крем. Вот непосредственно в тесто, если что-то там, печеньки какие-то готовятся, лучше маргарин. Но когда крем, обязательно масло. Что хорошо перемешаю и дам немного остыть. Крем получается не густой, не жидкий, так самое то, но можно крахмал варьировать и муку. А теперь собираю тортик. Все приготовила: бананы, шоколад, печенье. И теперь уберу в холодильник. Посыпала сверху арахисом, кокосом. Станция Озерки. Едем в Кронштадт. Сейчас ждем друзей. Кронштадтом. Нет, вот эти факты здесь нет. Я на Татлибине была. Как ты попала? По воде. Нас везут на машине, что очень, конечно, удобно. Туалет тут работает с мая по октябрь, имейте в виду. Так что печаль. Форт Шанец, или как-то так называется. В целом тут интересно. И я сейчас больше люблю зиму, хотя раньше ее терпеть не могла. Вот это время года мне сейчас стало нравиться больше в теории. И здесь, наверное, мне атмосфернее. Но я не знаю, почему мне сейчас никуда не хочется. Поэтому, гуляю как-то. В принципе, хорошая компания, хорошее место. Никогда тут не была, а побывать я хотела, поэтому,
ладно. Хотя все это как-то у нас так пошло через скандал. Ну, ладно, как есть. Может быть, потом в более хорошем настроении сюда вернусь. Ну, вот тут можно почитать, кому интересно. Ну, о чем это? А, подожди, снег не лег. Может, после снегопада должен быть белым. Так, а где у нас? Ну, они там писают, вот тут была казарма. Вот тут. Или дальше, или вон там. Наверное, там справа. Да, это все-таки лед с водой. А вот там вода. Так, Ира, дальше особенно не ходи, потому что вот тут может быть можно провалиться. А, Там, видишь? Я был в городе Ильичевске, это рядом с Одессой. И вот мой брат рассказывал, что в Ильичевске замерзает Черное море. И он ходил на 200 метров до воды. Представляешь? Ну вы идите, а я Я там уже был, да? я уже был. Ну вот отсюда мы увидим все. Ира любила забираться на, озере, на нашем озере. Кораблик. ну да. Кораблик, а где? Куда еще иду? Ага. Удивительно то, что до сих пор не сожгли. Да. Вот это кораблик. А вот там Ломоносов не видно. Вот он налево дом. Петровский дом, да? Петровский дом. А вот они отсюда заходили. Вот. А вон рейд. Вон. Вот там сейчас мы выйдем, посмотрим. Это мостик, железный мостик. Не помню, разводится он? Наверное, разводится. Разводится. Причем это единственный мост в мире, который разводится не вот так, а вот так, так, да? вдоль стен. Слушай, вот, давай стену. Мы здесь не сможем Здесь встать. нельзя, да? Вон памятник Петру. Сегодня как раз ведь среда, да? Да мы сделаем хитро. Вот там арсенал, вот это темное здание. Справа? Лево, здесь можно было подойти. Вон там с Володьками туда лазили, вон туда лазили. Поп, Ленин. Помнишь? Это он все время рассказывал. Я уже не помню. Ремонтировался у нас. Представляешь, он зашел с этим. А тут вот эти лайнеры так приезжали. Песков туда не было. Влезло немножко. Бездействие. Вон рейд, смотри, какие корабли. Настоящие военные корабли. Ну такие, знаешь. Я не могу по указке все делать. Ира, А, смотри, Петр Первый. Это вот одна из таких важных достопримечательностей Кронштадта. Вторая вот этот пирс. Сейчас мы тоже увидим. Ну, здесь очень красиво тоже. да. Ну, Петр слушай, сейчас Иванович такая. пытался. Прогулка продолжается. Я, честно говоря, уже очень замерзла, хотя у меня есть с собой эта шапка с намордником. По крайней мере, не дует, но все равно холод, он прям уже до костей пробирает.
Поэтому я бы предпочла ехать домой. Даже ноги замерзли. Ну, так, конечно, классно. Что можно сказать? Красиво. Но людей немного. По крайней мере, здесь. Не всем охота в холодную погоду ехать. Летом, наверное, тоже красиво, но все равно сейчас, наверное, лучше. Мне так кажется. Чивы, я... Яка наиважнейшее дело. Вот в этом кирпичном, да? Да, на втором этаже ЦКТБ. Ага. А теперь здесь, естественно, его нет больше. Так вот там. А вот там морской завод. Тоже когда-то был очень секретный. Эдуард Иванович наверняка имел к нему отношение. Имел отношение К кому? к заводу, К морскому заводу. Нет, я к Арсеналу имел отношение. к арсеналу. Мы модель прям такой махровый. Еще 2 года назад. Ага. Такой народ. Вот здесь орудие. Помнишь, Володя? Да. Вот мы сюда лазили с собой, крутили. А, вот там вот и катаются с горки. Вот такой был. Вот только памятник остался. Ну, что-то стрёмно всегда так между деревьев. А знаешь, где мы сейчас стоим, да? На канале. Вот здесь твоя тетя стоит. Это к собору имеется в виду? Да. Как подъедем. Оттуда, по-моему, начинается. Вон там, наверное, да? Кто-то. Да, Марина, я Марина. помню, да. Но это надо своими копытами попробовать. А она ее же не вспомнила. Вот она. Сейчас подъедем. Вот здесь она начинается, по-моему. Ух ты, даже зимой здесь столько автомобилей. Мгм. Вот она. А, вот она, вот. Да, 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 да. Чугунная. Да, да, да. Тут что интересное? О, Якорная площадь. это И тут... здесь второй Петербург. Тут какое-то Памятник в кафе, стиле видишь, с этой штукой. Модерн Макарову. У нас только 2 памятника Вот. в стиле модерн. Слушай, мы на него залезали. Володька сидел, по-моему, на руке, а я вроде пониже, не помню. Хорошие Все воспоминания. на него пацаны залезали. Ну, он так О, делал, елка. Так, мы объедем немножко с тыльной стороны, потому что здесь не парковаться. Да, там можно, я тоже помню, где-то вставала там вот за собором, места находила. А ты сюда на машине приезжал, Да, да? как-то летом приезжала, ну, несколько лет назад уже, давно. А вот там как раз В году парусная в 17-м, мастерская. может быть, в 16 А вот там бассейка, а тут овраг. Потом приезжали. Корабли стояли сухими, а отсюда потихонечку уже в залив перекатывали. Представляешь, как было придумано, да, инженеры? Вот она. Вот смотри, какой собор. Видишь? Ну, Что? вот этот домик лучше. Ну посмотри, это же тоже хороший. Нет, тоже интересно. Страшный вид. Вон мостик. Ну вот это при нас его сделали. Вот здесь отец служил. А, Морская инженерная служба. о, тут тоже домики, смотри. Красивые. Пошли. Вертолет отлетел и приступал. Видел, да? Вертолет. Меня сюда заставляют зайти, но я не пойду. Я не люблю подобное, к сожалению или к счастью. Нет, красиво. Вот они вокруг собора, ну ясно, что не позже. Как мне нравится снег и трава. О, лампочки, значит, зажигается вечером. Конечно. Вот здесь текла вода. Сейчас не знаю, течет. Течет. Вот там док, вот туда корабли заходили. Здесь выходила вода, ну потоком шла. В бассейку. А из бассейки уже выкачивали. А вот тут была электростанция. Вот тут. Что мы с Володькой залезли, и тут мы куда были. Конечно. Город побратим. А вот там очень интересно, там стадион, где мы бегали, а вот сейчас будет пляж, на котором мы с Вовкой стадион.
сюда приходили кораблики. Вот. Вот он пирс. Длинный пирс туда. Ну что, вылезем или не будем вылезать? Ну, зачем? Не Нет? будем. Ну ладно, не будем, да? Ну хорошо, все замерзли. Вот здесь был яхт-клуб, Нет, по-моему. вот он. А, вот здесь, да, яхт-клуб. Вот. Вот с этого пирса как раз. Здесь проверяли паспорта. И, значит, мы... А вот пляж городской. Вот и туалет еще один. Где туалет? Ну, А, стоит. туалет, да, смотри. Навозили, весной навозили песок сюда новый. Вот. Ну и здесь морская переправа, да, на Ломоносов. Вот здесь, да. А вот там как раз чумной форт. Вот мы его сейчас не увидели. Вот то, что вы были. Вот стадион. Вот здесь была шикарная аллея, такие огромные тополя. И вот здесь были очень высокие тополя, что они еще остались. Частично вырубили. А я Вот. была еще здесь в маячном музее. Какой? На форте Константин, если я не ошибаюсь. Маячный музей. Музей маяков или как это? Маяковский музей. Вот здесь пушки Маяков остались. музей. Да-да-да. Вот смотрите, Пушкин что? Пушки вот здесь остались. Пушкин. Что-то мы, да. Тут была еще одна стена такая, Пушкин ну тут мало ли, был. враг отсюда зашел бы. Вот здесь вот пушки. Сейчас покажу. Враги. Ага. Помню, как он туда идет. Угу. Вот, украли. Да. А, вон, нет, тут не- слушай, а куда ты пушки делись, смотри? Вот тут Так, стояла. это еще одна церковь, тоже усекновленная сверху. Да, но это, по-моему, к Господу относится. А может быть, это не ты. Так точно, да. А это может быть просто 15 века посетить. Вообще не выпускали туда, они вот здесь ходили. Вот посмотри, вот это все, видишь? Ритуальное агентство даже есть. Вот это, да? Ну, здесь Если я восстание. проезжала, я здесь бывала, да, на машине ездила. Водка параллельно. Ну, тут, конечно, все перестроено, потому что здесь была стена, вон она, куски стены. Город крепость. Вон она, видишь? Крепость. Вон она. Да. Сейчас будет очень интересный клуб 3 эсминцев. Сейчас он заброшен. Мы когда с Володькой туда ходили, там был кружок бокса, или как это называется, помнишь, там перчатки дали? Вот куски стены, смотрите. Сейчас увидите рубку. Тоже есть рубка Вон. подводной лодки. Оренбург. Ну, корпуса нет, просто рубка и рубка. Да, там тоже рубка. Вон она. Настоящая. Давай. Знаете, какие здания, Оля? Ира, посмотри. Угу, я снимаю. Я даже не знаю, где-то у нас есть такое еще или нет. Понимаешь, Андрюш, с одной стороны, вот эти здания, их вроде как и ломать жалко. Жалко, да. А с другой стороны, они бесфундаментные. Что, опять на ремонте поставили? Смотри, леса. Ой, смотри, как опять ремонтируют. С них была история интересная, отец рассказывал. Ее хотели взорвать. И там четыре маленькие головки. Короче, решили снять одну голову. Подвели, кругом же дома. Короче, взорвали, она подскочила и села на место. Вот один из этих самых. И все, и решили уже не трогать. А что там подскочило? Я прослушала. Ну, решили сносить эту церковь в 60-х годах. Заложили заряд, все рассчитали. Как бы, да? Большой Ну, нельзя, такая потому что большая. кругом. Ну и взорвали, чтобы она упала. Да. Вот. Она подскочила и села на место. И больше церковь не трогали.
А мы с Володькой залезали на самый верх, там такая дырка была. Сетки были, пацаны. Это нормальное явление. Не, ну вот так по краю ходили. Сейчас я определюсь. А вот же. Нет, нет, нет. Вот он дом. В этом доме, на втором этаже. Да, в этом доме. Вот Володя, дед был белогвардеец, жил вот здесь. Он был гвардеец. Весь второй тоже занимался у нас. Есть второй, да? Дед обладал очень таким зверским характером. Полковник был, да? О, как интересно, даже пишут, какая бывшая улица. Но, Улица и плюс бывшая такая-то. Ну, как я понял, был человеком справедливым. То есть характер был взрывной, но справедливый. Поэтому солдаты, когда начались эти разборки, связанные с кронштадтским мятежом, уже после окончания мятежа, вот так был. Ну ладно. там же Ну что, давай я тебя поглажу. А, можно тебя погладить, верно? Давай, ты не бойся. Я не страшный. Вот как хорошо, Кися. Кися тут одна была. Кися соскучилась. Отлично провели время. Качаюсь на качелях. Мы там, конечно же, телефончик забыли. Ой. Тут качели. Я, естественно, не могу пропустить случай на них покачаться. Ох, красота-то какая. Так. О как. Жду. Такой спокойный дворик, хороший. Никогда таких подъездов не видела. 2 квартиры, фантастика. Не то, что у нас 9 этажей, и на каждом по 4 квартиры. А тут подъезд и 2 квартиры. Ну это же крутяк. Так. Ну и что тут? Про меня явно забыли. Возвращаемся домой. На улице снежок такой хрустит. Уже довольно поздно, но на метро успеваем. Хорошо провели время и погуляли, и в гости сходили, но вообще день очень затянулся надолго. С другой стороны, я побывала там, где не была еще ни разу. Поэтому интересно. Придем домой, будем отдыхать. Я решила перемыть в серванте и в баре всю посуду. Теперь тут красота. Микроволновку тут явно не мыли никогда. Теперь блюдо чистое. Здесь тоже все отмыла почти. Сегодня мы принимали гостей. Сейчас убрала всю посуду. Зажгли лампочки. Уборка, решила пропылесосить. Возвращаемся с 9 дней. Денек сегодня вообще тот еще был. Я себя отвратительно чувствую, потому что когда ездили в Кронштадт, меня укачало, и походу мне так легче и не стало.
В этом районе я тоже не была, по крайней мере, здесь. Так что все для меня новое. Ну и опять же снимаю для вас. Ну, сегодня чуть-чуть попрохладнее, но тоже нормально. Это телебашня там вдалеке. В общем, мы уже идем к метро. Мы опаздывали, поэтому, когда я туда шла, ничего не снимала. Так, это театр. Прям тут рядом находится. Тоже елочка, хороший такой двор. Ну и у нас тут тоже он украшен. Это, конечно, здорово, приятно. Вообще у меня единственное желание прийти домой, просто завалиться спать. Я, кстати, сегодня вообще практически ничего не ела, не пила, не смогла кофе допить. Ужас. Красивые дома. Да. Вот видишь, это модерн. Это, значит, начало прошлого века или конец того. Петроградская. Рождественский вечер, точнее ночь. Смотрим фильм. Я тут раскрашиваю, пытаюсь. Вот котенок такой интересный.